Всем здравствуйте! Сегодня хочу вам предложить вот такую модель пинеток. Она вяжется из двух цветов, эта пинеточка. Вязание начинается из подошвы. Подошва вяжется платочным вязанием. Затем бортик. Бортик провяжем узором. Затем переходим к вязанию мысочка. Мысочек будет связан лицевой гладью. Затем делаем дырочки для кулиски. Снова провяжем на манжете 2 ряда узора. И заканчиваю вязание манжета резиночкой 3 на 1. 3 лицевые петли и 1 изнаночная. Кулиска связана полым шнуром. Давайте померяем длину подошвы. Значит, длина подошвы получается 10 сантиметров. Пряжу я использую, белая у меня пряжа Alize фирмы. Здесь 50 грамм, 150 метров. Голубая пряжа фирма Нако. Здесь тоже 50 грамм, но пряжа немножко тоньше, 180 метров. Спицы для вязания 3 номер беру. Кого заинтересовала эта модель, давайте приступим к вязанию. Я уже говорила, что вязание этих пинеток начинается из подошвы. Подошву будем вязать вот по этой схеме. Набираем 33 петли, первый ряд и все нечетные ряды будем провязывать лицевыми петлями. В этих рядах мы будем провязывать накиды за заднюю стеночку. В четных рядах мы будем делать накиды. И давайте приступим к вязанию. Набрала на спице нужное количество петель. И теперь первый ряд по схеме у нас там получается вяжем лицевыми петлями. Провязываем ряд до конца самостоятельно. В конце ряда я кромочную буду провязывать лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Это второй ряд. Здесь мы будем распределять петли. Значит, кромочную снимаем. Провязываем одну лицевую петелечку. Делаем накид. Затем оденем маркер, провяжем 14 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Эти петли также отделим маркером, чтобы нам не считать каждый раз, когда будем провязывать эти ряды. Теперь делаем накид, вяжем 1 лицевая, делаем накид. Это будет у нас средняя часть подошвы, центральная. Мы ее также отделим маркером. Далее идут у нас 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Отделяем маркером эту часть. Одеваем накид, делаем накид, провязываем лицевую петелечку и кромочную я провязываю лицевой петлей. Во втором ряду мы поделали накиды. Здесь получается 4 накида. Один и второй. По одному накиду по краям и 2 накида в центре. 4 накида. У нас добавилось 4 петли, значит. Теперь вяжем третий ряд. В этих рядах мы будем провязывать накиды за заднюю стеночку. Петли все вяжем лицевые, потому что у нас подошва вяжется платочным вязанием. Провязываем петелечки. Довязали до центральной части. Здесь у нас идут также накиды. Мы их провязываем за заднюю стеночку, чтобы не было дырочек в полотне вязаном. Далее идут у нас 14 петель. На этом участке на протяжении всего вязания так петли будут сохраняться. 14 петель. Четвертый накид, который мы также провязываем за заднюю стеночку. Повернули вязание. Четвертый ряд. Здесь мы провязываем, вернее, делаем накиды в этом ряду. Кромочную мы сняли. За счет накидов здесь у нас уже 2 петли добавилось. Провязали мы 2 петелечки, делаем накид. Далее вяжем 14 петель. Провязали. Центральная часть также у нас петли, смотрите, добавилось, уже стало 3 петелечки. Снова делаем накид, провязываем 3 петли лицевыми, снова накид третий, 14 петель здесь у нас идут между маркерами. Четвертый накид делаем. 2 лицевые петли и 1 кромочная петля. Повернули вязание. Это у нас 5-й ряд, и в этом ряду мы провязываем накиды за заднюю стеночку. Вот так. 14 петель провязываем. Это те петли, которые мы отделили маркером. Снова у нас идет накид, мы провязываем его за заднюю стеночку. 1, 2, 3 петли. Снова накид, провязали за заднюю стеночку. Далее 14 петель.
четвертый накид провязываем за заднюю стеночку. 2 лицевые петли и кромочная. Это мы провязали 5-й ряд. Я думаю, вы дальше справитесь сами, провязав по схеме, продолжаем 6-й ряд и так продолжаем. Затем у нас будет 11-й ряд лицевые петли, 12-й ряд лицевые петли и 13-й ряд также надо будет провязать лицевыми петлями. Здесь не надо будет уже делать накиды. Вот. И на спице должно быть у вас 53 петли. Свяжите, пожалуйста, самостоятельно, а затем продолжим вязание вместе. Провязали подошву 13 рядов. Теперь нам надо будет провязать бортик пинеточки. Бортик пинетки связан узором двухцветным. Подробное описание этого узора я оставлю ссылочку на видео, там где этот узор показан, как его вязать надо. Вы зайдете и посмотрите. В данный момент мы провяжем несколько рядов этого узора. Вяжем первый ряд узора. Так как белая нить у меня это основной цвет, значит она у меня будет под номером 1. Голубая нить будет под номером 2. Провязываем кромочную петелечку, затем 3 лицевые петли, 1 петелечку снимаем, не провязывая нить за работой. Это у нас раппорт узора, 4 петли. Продолжаем так: 3 лицевые, 1 снимаем, не провязывая. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 3 лицевые петли и 1 кромочная. Кромочную в конце ряда я провязала лицевой петлей. Поворачиваем вязание в второй ряд. Кромочную снимаем, вяжем 3 изнаночные петли, 1 петлю снимаем, нить перед работой. Это мы провязали раппорт узора, 4 петли. Снова 3 изнаночные, 1 петелечку снимаем, нить перед работой. И так продолжаем до конца ряда вязать. В конце ряда у нас будет 3 изнаночные петли и 1 кромочная петля. Третий ряд. Кромочную провязываем. Здесь у нас идет смена нити, белая нить, основной цвет вязания. Затем 1 изнаночная провязываем, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. 4 петли, это мы провязали раппорт узора. Так продолжаем вязать до конца ряда. Довязав ряд до конца, поворачиваем вязание. Это изнаночная сторона работы у нас. И здесь мы провязываем все петли изнаночные. Провязываем петельки до конца ряда. Смотрите, мы начали вязать бортик пинетки и провязали 4 ряда узора. Всего
для бортика надо провязать 12 рядов. Значит, еще этим узором нам надо провязать 8 рядов. Как я уже говорила, ссылочку на более подробное описание этого узора я оставлю под видео. Заходите, посмотрите. Провязав бортик пинетки узором 12 рядов, теперь нам надо распределить петли для мысочка, для вывязывания мысочка. Мысочек вяжется лицевой гладью. Распределять петли будем в такой последовательности. Вместе с кромочной провяжем 22 петли. 1, 2, 3, 4. Вяжем лицевыми петлями. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Повесим сюда маркер, пускай пока будет. Затем вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь 9-ю петелечку, это на мысочек у нас будет 9 петель идти, да? Вот она, 9-я. Здесь должно остаться также 22 петли. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 петли. 9-ю петелечку и 1 петлю из боковой части будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. Я их разверну, эти 2 петелечки, и провяжу за заднюю стеночку. Вот так. Поворачиваем вязание. Первую петельку снимаем. Далее вяжем изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь 8-ю петлю и 1 петельку из боковой части надо провязать 2 вместе изнаночной с ними. Уберем маркер, провязываем, повернули вязание. Снимаем первую петелечку, вяжем лицевые петли, 3 провязали, 4, 5, 6, 7 петель провязали. Теперь 8-ю вместе с боковой петелечкой, что относится к боковой части, провяжем 2 вместе лицевой. Но я их также разверну вот так и провяжу за заднюю стенку. Повернули вязание, первую петелечку сняли, провязываем изнаночные 7 петель, и вяжем 8-ю петлю и с петелькой, что относится к боковой части, 2 вместе изнаночной. Так мы будем убавлять мысочек, пока у нас на боковых частях, сейчас мы их отметим, чтобы нам не просчитаться, должно остаться 13 петель здесь. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 12 и 1, 13. Вот я помечу. И с этой стороны также отметим. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 1, 13 петель. И смотрите, теперь нам будет очень легко убавлять, не обязательно каждый раз считать, убавлять мысочек пинеточки. Дойдем до этих маркеров и далее продолжим вязание затем вместе. А сейчас продолжайте самостоятельно вязать, так как мы провязали вот здесь эти ряды. На лицевой стороне провязываем 2 вместе лицевой петелечкой, а с изнаночной стороны здесь провязываем 2 вместе изнаночной. Продолжаем вязание. Смотрите, провязали мысочек, сделали последние убавки. В изнаночном ряду у нас была последняя убавочка. Повернули вязание. В центральной части у нас осталось 1, 2, 3, 4, 9 петель. По боковым частям у нас по 13 петель осталось. Теперь, после того, как повернули вязание, первую петлю снимаем, провязываем петельки мысочка. Маркер убираем. Здесь мы поднимем петелечку. Вот в этом месте вот так, чтобы не было и дырочки, и затем для симметрии узора нам также надо будет. Продолжаем вязать петельки до конца ряда. Повернули вязание, кромочную сняли, вяжем изнаночными петлями, вяжем вот до маркера. Довязали до маркера, и здесь мы также из протяжечки провяжем петелечку. Вот возьмем вот здесь и провяжем еще одну петлю, и продолжаем вязать изнаночными петлями до конца ряда. Вот такой мысочек у нас получился. Теперь будем вязать дырочки для шнурочка. Кромочную снимаем, вяжем 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид. И так будем продолжать до конца ряда вязать. В конце ряда у нас после накида остается 1 изнаночная петля и 1 кромочная. Поворачиваем вязание, кромочную снимаем, все петли и накиды провяжем изнаночными петлями. Продолжаем так вязать до конца ряда.
Провяжем еще 2 ряда. Один ряд провяжем лицевыми петлями, вот этот. Провяжем лицевыми петлями. И один ряд провяжем изнаночными петлями. То есть 2 ряда еще надо провязать. Второй ряд вяжем изнаночными петлями. Продолжаем так вязание. Закончили вязание дырочек. Теперь нам надо провязать на манжете пинетки узор с 1 по 8 ряд включительно. Берем нить голубого цвета, вяжем 3 лицевые, 1 снимаем, не провязывая. Вяжем узор с 1 ряда. Продолжаем вязание узором 8 рядов, а затем продолжим вместе. Провязав 8 рядов узора, теперь провяжем резиночку 3 на 1, 3 лицевые, 1 изнаночная. Провязать надо будет 4 ряда резинки. Значит, петелечки я здесь распределяю вот в такой последовательности. Кромочная снимается, затем провяжу 1 лицевую, а изнаночную провяжу вот над этой дорожкой, такой лицевой, вы видите, вот беленькая. Провяжу изнаночную здесь петлю. Теперь 3 лицевые, 1 изнаночная, тоже получается вот над этой дорожкой беленькой. И так буду продолжать дальше. 3 лицевые, 1 изнаночная. Это лицевая сторона работы, вяжем до конца ряда. Повернули вязание, изнаночная сторона работы, кромочную снимаем. Здесь в начале ряда 1 изнаночная петля, 1 лицевая, затем идут 3 изнаночные петли, 1 лицевая. Получается, мы провязываем лицевые петли лицевыми, а изнаночные провязываем изнаночными. Продолжаем вязание до конца ряда. Провязали 2 ряда резинки. Надо еще провязать 2 ряда, а затем будем закрывать петли. На спицах у нас в данный момент 37 петель. Манжет пинетки вяжется на 37 петлях. Провязали резиночку. Теперь будем закрывать петли. Закрывать будем не туго. Кромочную петлю я провязываю. И далее буду провязывать петли по рисунку. Лицевая, провязываю лицевой и перебрасываем через петелечку предыдущую. Дальше идет изнаночная петля и перебрасываем та, что на правой спице у нас петелька была, через нее. И так продолжаем. Дальше у нас лицевая идет, вяжем лицевую, перебросили. Продолжаем так закрывать все петли. Закрыли петли
манжета. На этом, да, не забыть оставить хвостик подлиннее для сшивания пинеточки. Теперь надо спрятать ниточки, сшить пинеточку здесь. Вот. И как бы она, пинеточка у нас уже будет готовая, да? Для шнуровочки я связала вот такой полый шнур для завязочки. Полый шнур я вязала на 3 петлях. Набираем 3 петли, провязываем их лицевыми, теперь передвигаем петелечку, не поворачиваем, а просто передвинули. И провязываем снова лицевыми петлями. Провязали, подвинули вязание по спице и провязываем снова лицевыми петлями. Вот так. И так продолжаем вязать. И здесь у нас образуется вот такой шнурочек. Здесь нет кромочных. Здесь все петли надо провязывать. Вот так. И передвинули снова. Вяжите до нужной вам длины. У меня этот шнурочек связан 50 сантиметров. Вот. На этом вязание пинеточек окончено. Благодарю вас за просмотр, за внимание. До новых встреч!